Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. Я продолжаю цикл видео по вязанию игрушек малыши-пухляши на основе одной схемы. Мы с вами связали уже мышек, кошечек, зайчиков и медвежат из этой серии. А сегодня я хочу вам показать двух поросят. Оба они розового цвета. Поросенок-мальчик в зеленом свитере, а свинка-девочка в фиолетовом платье. В этом видео я вам покажу, как вяжутся только отличительные детали именно для поросят. Это ушки, хвостик и пятачок, а также как пришить эти детали к игрушке. А как связать тело и одежду для них вы можете посмотреть в мастер-классе про мышек-пышек. В первой части я показала подробно, как связать тело, как ввязать в него ручки и как вставить глазки. А во второй части я довязала одежду, платье для девочки и свитер для мальчика. Ссылки на обе части я оставлю под видео. Тело и одежда поросят полностью идентичны телу и одежде мышек, за исключением цветов и наименования пряжи. Для поросят я использовала акриловую пряжу, но не Yarn Art Elite, а Yarn Art Baby. По толщине нитки одинаковые, поэтому разницы в размерах готовых игрушек нет. Итак, приступим. Как вязать поросят, я покажу на примере девочки. Я заранее связала тело и платье. Для платья я использовала два цвета пряжи. Основной цвет фиолетовый, а последний ряд юбки и воротничок платья я вязала пряжей голубого цвета, чтобы платье было симпатичнее. Сначала займемся ушками. Одно я уже подготовила. Вот так оно будет выглядеть. Свяжем второе ушко вместе. Берем пряжу розового цвета, первый ряд, 6 столбиков без накидов, кольцо амигуруми. Накидываем пряжу на палец, набираем одну воздушную петлю и провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И вяжем второй ряд. 6 столбиков без накида, без изменений. Третий ряд, 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Четвертый ряд, 9 столбиков без накида подряд. Пятый ряд, 2 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Шестой ряд, 3 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Седьмой ряд, 1 столбик без накида, 1 убавка, повторить 5 раз.
И последний, 8-й ряд, 10 столбиков без накида подряд. В конце делаем один соединительный столбик в первую петлю последнего ряда. Все, ушко готово. Обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания ушка к голове. Вот наши два ушка. Наполнителем не набиваем, пришьем их к голове и немножко подогнем вперед. Теперь займемся пятачком. Берем опять пряжу розового цвета, первый ряд, 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И вяжем второй ряд, 6 прибавок, то есть в каждую петлю предыдущего ряда вяжем по 2 столбика без накида. Третий ряд будем вязать за задние стенки петель предыдущего ряда. Каждая петля имеет две стенки, переднюю и заднюю, которая дальше от нас. Так вот, в третьем ряду будем вязать только за задние стенки. Вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка, повторить 4 раза. И последний, 4-й ряд, 8 столбиков без накида за обе стенки петель предыдущего ряда. В конце делаем 1 соединительный столбик в первую петлю последнего ряда. Все, пятачок закончен. Обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания этой детали к голове игрушки. Хвостик от кольца амигуруми заправляем внутрь и совсем немного набиваем наполнителем. Вот такой пятачок, маленький и плоский с одной стороны, у нас с вами получился. Ну и осталось нам связать только хвостик. Берем опять же пряжу розового цвета и, оставив небольшой хвостик, сделаем узелок и наберем 20 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20. У нас получилась цепочка из 20 воздушных петелек. Теперь, начиная со второй петли от крючка, провязываем по схеме 1 соединительный столбик, пропустить 1 воздушную петлю. Делаем соединительный столбик, следующую воздушную петельку пропускаем, еще делаем 1 соединительный столбик, опять пропускаем воздушную петельку и так действуем до конца воздушной цепочки. Благодаря тому, что мы
пропускали по одной воздушной петельке между соединительными столбиками, хвостик у нас приобрел форму спиральки. Все, обрезаем ниточку, оставляя небольшой кончик, вытягиваем. Вот такой хвостик у нас с вами получился. Таким образом мы с вами связали все детали для будущей игрушки. У нас есть тело в одежде, есть два ушка, есть хвостик и пятачок. Займемся сборкой игрушки, сошьем все детали вместе. Сначала присоединим хвостик. Для этого определим место его расположения под платьем посередине. Введем в тело крючок, выведем в соседнем отверстии. Захватим один кончик ниточки от хвостика и выведем его вот таким образом. Теперь можно два кончика от хвостика соединить друг с другом двумя узелочками. И вот этих два кончика необходимо спрятать внутри игрушки с помощью иглы. Вводим иглу в основание хвостика, выводим подальше. Натягиваем ниточку так, чтобы узелок ушел внутрь, и прячем ниточку. Обрезаем. То же самое делаем со вторым кончиком. Все, с хвостиком мы закончили. Теперь займемся мордочкой. Присоединим ушки по бокам головы с помощью английских булавок. Я это делаю на глаз. Вот так они должны располагаться. И будем пришивать. Вставим хвостик в иглу. Пришивать будем, захватывая петельку головы и петельки последнего ряда ушка по прямой линии, сначала с одной стороны, а потом с другой стороны. Вот мы пришили ушко с одной стороны, переходим на другую сторону. Мы пришили одно ушко, ниточку пока не закрепляем и не обрезаем. Пришьем второе ушко, убедимся, что они присоединены ровно и симметрично, что нам не придется их перешивать. Только после этого будем закреплять и обрезать ниточки. Точно так же пришиваем второе ушко. Все, пришили два ушка, английские булавки убираем, проверяем, ровно ли у нас пришиты ушки. Теперь можно ниточки закреплять, делать узелочек.
и прятать внутри игрушки. Для этого вводим иглу в основание узелка, выводим подальше, натягиваем нить так, чтобы узелок ушел внутрь и прячем. Со вторым хвостиком поступаем точно так же. Вот мы пришили два ушка, можно их слегка согнуть вперед, чтобы они были больше похожи на поросячьи. Ну и осталось нам только пришить пятачок. Присоединяем пятачок английской булавкой к голове игрушки чуть-чуть ниже глазок. Пришиваем точно так же, как и ушки. Захватываем петельки тела и петельки последнего ряда пятачка. Действуем так по кругу, пока не пришьем весь пятачок. Теперь делаем узелочек и прячем ниточку внутри игрушки. Пятачок пришит. Все, мы полностью закончили со свинкой-девочкой. Вот такая она получилась. Ушки, пятачок, хвостик. То же самое делаем со свинкой-мальчиком. Вяжем для него ушки, хвостик, пятачок. Пришиваем точно так же все детали к игрушке. И наш поросенок-мальчик готов. Если вам понравилось вязать со мной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Вяжите с удовольствием! До новых встреч!